Подготовка посадочного материала. Так зачем картошку мы режем, Жек? Расскажи. Вот этой картошины достаточно на посадку. В принципе, вообще, вот когда картошку режут, вот, например, вот эту, ее можно разрезать больше, чем на 2 части. Ну, мы шикуем, У нас много садим посадочного больше, чем материала. надо. В принципе, достаточно на один куст, чтобы у куска было 3-4 глазка. Этого, в принципе, выше крыши для полноценного куста. Если посадить всю картошину, слишком много будет стеблей. Слишком много зеленой массы. Зачем это? Ну как, слишком густо будет. Поэтому мы разрежем вот эту пополам. А маленькую целиком? А маленькую целиком. Ну что, в принципе, куст может из такой картошины получиться. Даже. Потому что росток у него полноценный. Но мы обычно на дополнение такую маленькую. Да, обычно там 2-3 штуки. Да. Вот, здесь режем именно вертикально. Вот в верхней части картошины глазков больше. Вот. И они там самые сильные. Если разрезать вот так, то глазки с этой части, они будут более слабыми, чем здесь. Поэтому мы режем вдоль, чтобы там были глазки разные. Режем так, стараемся, чтобы не попасть, не разрезать ростки и глазки. Вот. Тут уже Жека потрудился хорошо. Подготовил партию. Все это считается, сколько нужно картофеля, чтобы лишнюю не изводить. Опять же, почему на пленке? Потому что эта картошка будет перед посадкой опрыскиваться средствами от колорадского жука. Системными. Собственно говоря, для этого она тут и раскладывается именно в один ряд, в один слой. Вернее, не в один ряд, а в один слой. Да, с таким расчетом, чтобы каждая можно было опрыскать. картошка была, картофелина была обработана. Вот еще один такой вариант, когда в нижней части, в общем-то, ничего там особо не растет. Поэтому я отрежу только верхушку. В принципе, если хочется вообще самые полноценные кусты, то обычно вообще из верхушечной части самые лучшие кусты будут. А ту часть можно съесть, которую уже так обрезал с жопки. Да, можно и нужно. Да, не можно. Вот а это нужно. тоже такой же точно случай. Вот у нее сверху все растет, снизу ничего нет. Возможно, оно прорастет, но оно будет гораздо позже. Зачем? Мы сделаем, чтобы картошка взошла примерно в одно время все. Это тоже такой же представитель. Это можно целиком. Размер подходящий. А за какое время до посадки стоит проводить данную процедуру? Подготовку. Разрезать картошку слишком задолго нельзя. В идеале за день до посадки. Она умеет, ну как, за день, за 2, ну за 3. Она успеет образовать, ну как подсохнуть. Защитную корочку. И образовать защитный слой. В общем, если картошку резать в день посадки, то она плесневеть будет и гнить. Опрыскиваем картошку и лук средством системным, которое защищать будет от колорадского жука, от различных насекомых на луке и попутно от заболеваний. То есть это препарат комплексный. Сколько примерно потом, до того, как пользоваться,
этим посадочным материалом должно пройти времени? Сколько оно должно лежать, пропитываться или как-то? Да, вообще не обязательно, можно прям так садить. Да. Только, конечно, в перчатках это делать лучше. Ну вообще да, это- чуть-чуть полежит, влага испарится и готово. Тогда, в принципе, удобно не так в перчатке мажут. Ну да, мы вот этим средством пользуемся. Сколько вот? Лет 5-6, не знаю, сколько мы пользуемся. Колорадских нет. Ну, да. Хотя в прошлом году либо средство старое, либо колорадские привыкли. Что-то колорадские были в прошлом году. Хотя до этого лет 5-6 мы вообще забыли, что такое колорадский В жук. этот раз на всякий случай другую партию купили. Ну да. Потому что, может быть, реально с препаратом проблемы какие-то. Может, подделка или еще что-то. А так реально вот опрыскиваешь, обрабатываешь перед посадкой. И про колорадского не вспоминаешь весь сезон. Это очень удобно. Препарат именно системный, попадает именно во всю систему. То есть он и стебли, и листья. Да, и потом срок ожидания. Главное, картошку начать копать после того, как Ну, действие обычно оно препарата успевает как раз. заканчивается. Ну да. Обычно как клубни вырастают, и действие препарата как раз таки... производитель, там, по-моему, или 40, или сколько-то. Ну да, или 45, что-то такое. Ну, по крайней мере, мы вот пользуемся такой обработкой картофеля уже много лет. И нам очень нравится. По крайней мере, про колорадского жука мы не думаем.